Следы соболя. Плохо видно, неотчетливо. Но это он. Всем привет! Меня зовут Алина. Вы на канале Белая Ворона. Куда я прусь так поздно? Конечно же, в избу. В этой избе очень давно не была. Уже, наверное, месяцев 8 точно. А может быть даже и 10. Блин, бурелома тут столько. Вот, это моя одна из самых любимых изб. Ну как моя, не моя, в смысле мной любимая. Перед тем, как сюда идти, спросила, будет ли она свободна и можно ли брать дрова. Так что могу себе позволить так поздно идти в избу. Мне не нужно будет дрова заготавливать, это огромный плюс. Вот, ну а почему я так поздно иду? Да как всегда, Алина же я. Как всегда. Не могла раньше, не могла. А идти очень хотелось, потому что именно на этой неделе у нас прям сильно потеплело. Пока стоит такое тепло, нужно было идти, ловить момент, потому что потом морозы начнутся на следующей неделе. По морозам я тоже хожу, но уже не так активно, потому что я сильно мерзну. Такие дела. Уже сумерки, уже темнеет. Думаю, что до избы я дойду уже совсем к темноте. Слышите? Где-то прям рядом косуля лает. Прям близко. Кстати говоря, к этой избе я специально никогда не хожу одной тропой, чтобы не протаптывать одну постоянную тропку. Вот, и поэтому зимой следы же выдают. Я стараюсь ходить так, чтобы непонятно было. Очень сильно петляю. И когда захожу в этот весь бурелом, тоже очень тщательно пытаюсь скрыть свои следы. Такие дела. Надо быстрее, блин, до избы уже доходить. Не переться в таких потемках. В этот раз у меня фонарь под рукой, если что. Пока еще хорошо видно, я его не достаю. Я уже подхожу. Ё-моё, из-за того, что потеплело, снег такой мокрый, скользкий. Я уже несколько раз упала. Ноги скользят. Под ним трава мокрая, скользкая. Я уже вижу избушку. Наконец-то я дошла. Ой, как люблю я вот это все. Жалко, конечно, что так поздно прихожу. Часто очень. Времени меньше побыть в избе. Ну, хоть так, чем никак совсем. Следов нет. Это хорошо. Значит, точно никого нет. Следы только звериные. Животных. Все истоптано. Вот она, избушечка. Ну, привет, изба. Давненько не была.
Дверь открыта. Так и дверь специально оставляют открытой, чтобы изба проветривалась. Но сейчас уже, можно сказать, зима. Надо закрывать. Вроде бы все без изменений. Столик даже разложен. Свечки еще мои стоят. Зеленые и красные. Это я приносила. Лампа моя висит. Я уже забыла, что я им подарила ее. Это хорошо, есть дополнительный свет. Я еще где-то гирлянду тут оставляла. Наверное, они их припрятали до Нового года. Новая картина, кстати. Не было ее. Красивая такая, с туманом типа там. О, вот еще ракушки появились. Класс. Все нормально, все на месте. Вот, все. Надо располагаться. Первым делом печку стопить. Потому что я вся мокрая, а ноги, по крайней мере. Фу, печку растопить, чтобы маленько потеплело. Чайку попить, пока она растапливается. Дровишек мне, кстати, немного надо. На улице достаточно тепло. Так немножко избу прогреть, чтобы совсем тут не заледенеть. И на утро немножко. Сейчас печку затоплю. Потом надо за водой сходить. Посмотреть вообще, что там с родником. Нет, сначала я попью чай. Я же чай так и не попила. Сейчас затоплю печь, попью чай. И потом за водичкой схожу. Вот. Потом уже буду обосновываться. Там как раз уже теплеть начнет. Хорошо будет. Ох, и ветер там завывает. Сегодня прям сильный ветер. Холодный. За нож можете не переживать. Этот нож уже у меня прошел все на свете. Им долбить так точно можно. Проверено много раз. Все, хватит на меня. Пойду сейчас еще веточек маленько сломаю сухих. Вот это занесу.
Ой, наконец-то я могу чай попить. Я что-то по дороге вообще практически не останавливалась. Из-за того, что поздно шла, старалась быстрее, чтобы потом по темноте не идти. Вот, и по дороге только съела банан и детскую пюрешку фруктовую. Вот, сейчас чай попью с лепешкой, с сыром. И буду делать остальные дела. У меня, кстати, новые термоса. Наверное, попозже про них расскажу. Это лучшее, что у меня было из термосов. Вообще мне нравится. Классные такие. Вот термокружка и термос. Ну, это потом, короче. Хотя можно и сейчас. Все равно я жую. Сейчас. Короче, термоса фирмы Бобер. Сразу скажу, что я не беру всякие там плохие вещи и не буду рекомендовать всякие бесполезные, ненужные товары плохие. Только качественные беру и крайне редко. И вот это качество Бобер. 100% качества. Я прежде чем вам про это рассказывать, я проверила, они работают. То есть термос вот этот, он на 770, по-моему, миллилитров. Получается, когда один ходишь, это самый оптимальный вариант. Пол-литра мало, а другой термос у меня, вот, например, дома литр 200, это много. А 770 в самый раз. Держит горячее до 36 часов. Холодное что-то там еще больше. До 52, что ли. Вот это сам термос. Еще у меня есть термос для еды. У него крышка, это тарелочка. И в этой крышке еще ложечка идет в наборе. Вот. Его я еще не проверяла на еду. Он у меня дома остался. Но тоже я уверена, что он хороший. И вот термокружка. Но она на бутылку больше похожа. Тоже она на 770. Я ее специально взяла. Потому что зимой у меня постоянно замерзает вода. Я не могу нормально попить. А я много пью. И без воды не могу даже зимой. И вот это самый классный вариант. Я сегодня налила комнатной температуры воду. Я сегодня по дороге всю дорогу нормально воду пила. Не ледяную, там, не со льдом, как обычно это бывает. А нормальная вода комнатной температуры. Тоже держит очень долго. Я вот тут напишу, сколько вот эта кружка держит. И, наверное, сколько термос, потому что я не помню. Вот, еще отдельно можно на них гравировку заказать. Я заказала «Белая ворона», канал YouTube. Потом поближе сниму. И еще вот в такую кружку, мне кажется, можно с собой брать овощи, фрукты. Они не замерзнут зимой. Можно их донести до избы, да куда угодно. И они будут в нормальном состоянии. Представляете, какой классный вариант. Короче, советую вот эти термоса. Что попало, я вам советовать не буду. Это реально качество. Да, они недешево стоят, но я вам точно говорю, есть за что заплатить. Вы купите и будете пользоваться, они вам окупятся. Чем вы будете каждый раз дешевые покупать и разочаровываться в них. Попила я чай и пошла за водой. Возьму тарелочку, чтобы ей набирать. И бурдюк. Надеюсь, там родник не засыпало ничем. Ну и вряд ли он замерз, потому что потепление на улице. Ну, водичка есть, все нормально. Чистая. Сейчас наберем. Хоть на улице и более-менее тепло, что-то я стала замерзать. Вот так смородиной здесь пахнет. Где-то смородина тут есть. Нужно чай сорвать.
родник я не съехала сейчас. Вот и смородина здесь прям рядом растет. Ох, как хорошо-то тут тепло, все прогрелось. Сейчас надо водичку поставить, кипятиться на печку, ужин приготовить, нормально поесть. И все, уже можно раздеваться. Тепло уже хорошо стало в избе. Эта водичка закипела быстро. Все, в избе уже жара. Просто жара. Внизу только ногам холодно. Хочу сейчас салатик сделать. Обычный. Самый простой. Огурец, помидор и лучок. И сметанку я с собой брала. Заварила гречку сублимированную с грибами и сметаной. Кстати, не путайте сублимированные продукты, которые реально полезны, и обычные вот эти заварочные пакеты. Это абсолютная разница огромная у них. У меня именно сублиматы. Так, носки я все-таки с верблюжьей шерсти надену, потому что ноги мерзнут. Внизу-то холодно. Так. Садись, котяра, рядышком. Обожаю вот это вечернее время в избе, когда ты уже все такое сделал, изба прогрелась. Тепло, хорошо, и мухи не кусают. Переоденешься уже и садишься там готовить или уже кушать. У меня, кстати, здесь рыбка красная под помидором и сыром запеченная. Ну, она уже готовая. Вот гречку сублимированную я заварила. Это гораздо проще, чем, знаете, тащить кучу продуктов сюда, чтобы ради чего? Чтобы ради кусочка рыбы приготовить здесь это. По-моему, проще взять уже готовую все. Вот. И хочу еще вот салатик сделать. Обычный салатик. Чем проще еда, тем больше я ее люблю. Не люблю вот эти всякие замороченные, знаете, блюда. Вот. Ну и поболтаем, наверное, немножко, пока я тут готовлю. Я хотела выписать какие-то вопросы ваши, потому что мне просто уйму вопросов задают. И, ну и на них поотвечать. Потому что это такой лайтовый поход. Я сюда не работать, там шла не дрова заготавливать, а просто отдохнуть для себя. И думаю, как раз можно на вопросы поотвечать. Но дело в том, что у меня вообще не было времени подготовиться. То есть это нужно искать в комментариях эти вопросы, выискивать, выписывать. А у меня реально времени не было. Вы же видите, как я поздно сегодня шла. Потому что я не могла раньше выйти. Некоторые мне пишут, типа, чё, не понимаю, чё ты вот идешь в эту избу, и чё, пришла, поела, ушла, чё за прикол? Таким людям, мне кажется, вот бесполезно что-то объяснять, они никогда не поймут, зачем человек идет в тайгу. В тайгу, в горы, вообще не важно куда. Человек же идет отдыхать душой и телом. Понимаете, здесь это совсем другой мир. Приходишь, и здесь вокруг тайга.
дикие животные, ветер, снег, там, погода, непогода, неважно. Красота вокруг, воздух свежий, ты себя ощущаешь. Единение такое с природой. Это не объяснишь словами, это нужно ощущать, это нужно любить. Вот ради этого люди и ходят в походы, мне кажется. Но это мое мнение. Я с детства такая, я не ходила прям в походы с ночевками там, потому что у меня ничего не было, и родители у меня вообще не походные. Но я в лес всегда любила ходить. Первый раз одна я ушла в лес в 7 лет. Как раз когда я поехала в детский лагерь, первый раз мне было лет 7 или даже 6. Я ушла в лес оттуда. То есть там огорожено все, лагерь огорожен решетками. Я просто перелезла через решетку. Я не боялась ни заблудиться, ни диких животных. А о клещах вообще тогда никто не думал. И мне так понравилось одной быть в лесу, что я туда стала ходить каждый день в лагерь вот именно. Бывало, что меня искали, там теряли. Я потом поняла, что надо, главное, на обед приходить, на сон час, покушать, чтобы меня не теряли. Вот. И потом я у мамы каждый год просилась, чтобы она меня отправила в лагерь. Потому что у нас все лагеря детские, они все находятся в тайге. То есть у нас вокруг города тайга, мы же, можно сказать, живем посреди тайги. Город наш в тайге построен. Вот. И, естественно, детские лагеря, они все находятся в тайге. И я каждый год просилась и все время убегала в эту тайгу. Даже были случаи, что там на меня стучали, что я типа сбежала, меня находили, искали там, находили, отправляли домой. Я сильно разочаровывалась, потому что, я не сбегала, естественно. Просто кто меня недолюбливал, пускали такие слухи. И меня отправляли домой. Я очень расстраивалась, что меня домой отправили, что я не насладилась этой тайгой. Вот. И каждый год у мамы просилась, даже бывало на 2 сезона ездила, и даже бывало на 3 как-то. Так что я с детства такая, понимаете, меня тянет туда постоянно. Хотя родители у меня вообще не походные, абсолютно. Папа у меня еще ездил по молодости по городам, просто по городам, он любил путешествовать, но у него были такие путешествия, вот люди в один город там слетают в другой, тем более в те времена, в советские, это было доступно. Вот. А мама у меня вообще никуда никогда не ездила, не летала, и ее это не интересовало. В кого я такая, я не знаю, сама в себя. Такие дела. Вот, короче, пока я тут болтала, в общем-то, ничего такого серьезного не рассказала. Я уже и салатик сделала. Я люблю находиться наедине, в одиночестве. И у меня мысли все время куда-то улетают. Я вот где-то летаю. Я сегодня даже, кстати, прошла мимо вот того места, где мне нужно было свернуть. Причем так прилично, потому что я где-то там была. В общем, задумалась, что-то там иду о своем, там где-то летаю, как всегда. Вот. А когда на землю спустилась, поняла, что я уже прилично прошла не туда. Мне пришлось возвращаться, такого кругаля делать. Я уже и так что-то уставшая была. А мне сегодня еще, знаете, состояние такое, вот когда, знаете, когда потеплеет, и все вокруг такое серое, мрачное. И у людей бывает такое состояние сонное. Такое какое-то. Вот у меня сегодня такое состояние. И усталость больше в такие дни накапливается. Быстрее как-то устаешь. И вот у меня сегодня как раз такой день, я иду, я уже устала, и что-то, и прям, и сонность какая-то такая, сонливость, вернее, и я еще и мимо прошла, и кругаля тут навернула. Еще и так поздно пошла, уже сумерки, уже вот-вот потемнеет, а я там шарюсь где-то, кружу, в общем, не туда. Вот это все из-за того, что я вот где-то там была. Вот, поем, а потом музыку послушаю, попою, записывать не буду, потому что YouTube сразу на авторские права заявляет. И я перестала записывать, как я пою, да и пою-то я не очень. Я забыла. У меня же вот что. Хоп. Во, чтобы не мигало. Видно, надеюсь.
Вот люблю гирляндочку вот эту брать. Она такая легкая, удобная, мало места занимает, вообще невесомая. И работает от пауэрбанка. Люблю вечером выходить и смотреть на мрачную, темную тайгу. На небо, ну там, по-моему, звезд не видать, а когда звезды видно, вообще здорово. Поэтому выйду, гляну. Я вот уже, кстати, одеяло повесила тут, чтобы тепло не уходило. Где-то на верхах гуляет ветер, а здесь лишь чуть-чуть задувает. У меня в окошечке светится свет. Хорошо, там тепло. Сижу, балдею. Холодно, холодно. Вроде плюсовая температура, где-то +2, наверное, сейчас. Но в шортиках-то, знаете, холодно. Ой, еще и скользко, капец как. А я в калошиках. Аж +3, представляете? Я-то думала где-то +2, а даже +3. Это вообще прям теплынь для нашей Сибири. Но это вот эту неделю потепления, а на следующую уже все, морозы. И до этого морозы были. И снега полно. Валил и валил прям каждый день. Вот, а сейчас все капает, прям оттепель такая. Вот я решила в эти теплые дни в избушку сходить. Хоть на улице и не холодно, лучше утеплить избушку, чтобы тепло не уходило, потому что к утру-то явно будет прохладнее. В общем, я не знаю, что с этой избой или со мной, но все время меня в этой избе тянет на стихи. Сначала у меня музыка играла, я пела, а потом что-то вдруг неожиданно вышла посмотреть на тайгу. И, как обычно, меня накрыло, у меня такое часто бывает. Вообще не только в этой избе, я вообще стихи пишу, но я не делюсь ими обычно. Но вот в этой избе уже второй раз я зачитаю свое стихотворение. Нет государства, войн и мрака, нет этих серых новостей. Вокруг лишь белый снег, как вата, следы невиданных зверей. И тишина, что нет дороже, хотя вой ветра перебил. За что мне это, милый Боже, ты это все мне подарил? Глядишь на небо, видишь звезды, вокруг безмолвная тайга. И по щеке бежали слезы от радости, что я одна, что мне одной дано увидеть весь этот мир в один момент. Не дай мне, Господи, развидеть все эти ели, сосны, свет. Все хорошо, ведь правда Божия. Не дай мне, как и все, уснуть. Соломки подстелив на ложе, саму себя мне обмануть. Такой стих. Конечно, каждый в моих стихотворениях, я ими мало очень делилась, но было уже, наверное, 3-й раз я делюсь или 4-й.
своими стихотворениями в разных там фильмах. И каждый, естественно, видит по-своему. То, что я вкладываю в свое стихотворение, это невозможно передать. Это не могут люди увидеть точно так же, как я вижу. И каждый видит что-то свое. Я надеюсь, что такие мои стихи больше все-таки пользы людям принесут, чем беда. Блин, мне снег попал внутрь. Калошу мою. Холодно как. Бодряк какой. Ой, как холодно. Быстрее идти в избу. Там хорошо и тепло. Ох, бодряк какой на улице. Что-то я тут, знаете, книжку зачиталась. Тут у них есть небольшая библиотека. Из 10 примерно книг. И вот одна меня заинтересовала. Вообще меня заинтересовала не одна, но я вот решила одну начать читать. И мне она нравится. Я думаю, что я возьму ее, наверное, одолжу у них домой. Прочитаю и потом принесу обратно. Потому что я ее не успею дочитать. Уже спать очень хочется. Уже время около 12 часов. У меня уже глаза просто склеиваются. Я читаю, лежу, читаю. Уже музыку выключила. Уже ничего мне не надо. Одна книжка меня интересует. Вот. Потом решила, что уже чувствую, что я сейчас вырублюсь просто. Встала, пошла, зубы почистила, умылась. И вот все, решила спать, ложиться. Люблю это время, хочется его как можно дольше растянуть. Но и во вред себе тоже не хочется. Очень хочется уже спать. Реально, глаза уже склеиваются. Всем спокойной ночи. До утра. Оставлю, наверное, такой красный свет. Так, выключу лампочку. Котик, где у меня котик? Вот он мой котик. Вот так вообще, да, как будто празднично. Как будто Рождество или Новый год, но на самом деле я сейчас все время беру с собой эту гирлянду. Потому что она, помимо того, что создает праздничное настроение, она еще и освещает хорошо. Все, баиньки. До утра. Доброе утро, земля. Так хорошо спалось сегодня. Я только около 6 утра просыпалась. Было еще совсем темно. И в избе было не холодно, так немножко прохладно. Но потом снова уснула. Сейчас уже время 9:30. Я проснулась, еще не было 9, валялась все это время. Не хотела вылазить. В избе довольно прохладно, но не прям дубак, потому что плюсовая температура на улице.
Вообще у нас, конечно, для Сибири, для ноября это какой-то нонсенс, что такая погода стоит. Надо печку затапливать и воду поставить на кашку. Вылазить неохота. Я, кстати, и термобелье надела, потом и уже одеялом укрылась. Сначала жарко было, потом стало прохладно. На улице дождик идет, представляете? Ой, простите, что я из кадра вылетаю. Тут места мало в избе, и негде развернуться нормально. Надо печку, короче, топить. Дождь идет. Очуметь. Снег лежит и дождь идет. Довольно прохладно все равно. Знаете, когда такая морось, влажность высокая. Хорошо, хоть ветер прекратился. Вчера-то вообще ветрено было. О, не, надо идти в избу, там хорошо, тепло, там уже начинает нагреваться в печке. Так хорошо на природе. Ой, хорошо. Дымок идет, печка топится. В домике хорошо, тепло. Так вот выглядит домик при свете дня. Слышите, дождик по крыше капает. Как тут моя лежаночка поживает. Немножко кривая, конечно, но это мои первые были доски, мной распиленные. Самый-самый первый раз я у них здесь пробовала пилить. И мне понравилось. Вот эта лежанка с помощью меня сделана. Есть небольшой ролик, где я пилила эти доски у них здесь, на избе. Да, дождь идет. С ума сойти. И табличка тоже прижилась, мне подаренная. Хорошо так смотрится. Ой, как тут хорошо, тепло. Сколько там градусов-то? 20. Что-то там дождь не на шутку разошелся. Прям нормально так льет. В прошлом году в это время у нас минус 30 было в ноябре. Где-то примерно в этих же числах. Может, чуть позже. Представляете, сейчас дождь идет. На улице погода мрачная, вообще прям слякотная такая, сыро. Дождь идет. Реально мрак. А тут хорошо в избе, празднично, тепло.
Печка трещит, я сейчас буду кушать вкусно. У меня кукурузная кашка с сублимированной малиной и клубникой, все как я люблю. Банан, кисель я себе заварила и шоколадка. Ноги что-то замерзли, пока я тут туда-сюда бегала. Очень люблю кукурузную кашу. Вот такая вкусная. Я вообще все каши люблю. Ну вот из заварочных кукурузная, мне кажется, самая вкусная. Ее еще и трудно достать. Но обычно везде овсянку продают. Сейчас поем. Мне торопиться некуда. Поваляюсь, книжку почитаю. Потом буду потихоньку собираться. Путь дорогу домой. До дома мне еще полдня добираться. Так что надо время рассчитать, чтобы не засидеться сильно тут. Все, я уже собралась. Я зачиталась книгу и не заметила, как полетело время. Потом, как ошпаренная, подскочила. И давай тут быстро марафет наводить, убираться, вещи собирать, снимать. Некогда было туда-сюда камеру ставить, не стала снимать. В общем, я уже тут прибралась в избе и собралась. На улице до сих пор дождь идет вообще. Сложила все на место, как было. Я на этих матрасах надувных не люблю спать, я их убираю обычно. Сплю всегда здесь. Вот этот двухспальный вообще не трогаю. В общем, так прибралась немножко, выхлопала коврики. Стол не стала складывать, потому что он был разложен, когда я пришла. И матрас нам мешает его сложить. В общем, такие дела. Так, подождем, мне охота идти. Я сейчас вся мокрая буду. Лес весь мокрый, все деревья. Все мокрое. И я чувствую, пока я до дома доберусь, я вымокну до нитки. Хотя дождь не прям сильный, он такой мелкий, но частый, постоянно идет, без конца. Ну все, пока изба. Спасибо за приют. Пошла я своей дорогой.
Кота пришлось спрятать в рюкзак, чтобы он не вымок. Мелкий такой моросящий дождь. Не ожидала я в ноябре дождя. Подписывайтесь на мои каналы, ставьте лайки, пишите комментарии. Поддержите меня на Бусти, на Дзене. Всем спасибо, кто поддерживает. Всем пока-пока. Нашла перо дятла. Красивое такое. Одно, главное, валялось. Потерял, видимо. У дятлов такие перья красивые. Они в горошек белый. Оставлю, пожалуй, себе.